Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас снова на проекте «Лодка Кижанка. Строим дома». И сегодняшнее видео у нас будет посвящено, пожалуй, главной детали нашей будущей лодки – это киль или матица, как говорили старики. Делать мы ее будем из доски 150 на 50, которая есть, пожалуй, в каждой сарайке. Нужно подобрать доску с наименьшим количеством сучков, ровную, не кривую, не саблевидную, так называемую. С помощью инструмента мы ее разметим согласно чертежам, которые прикладываются к видео. Смотрите, изучайте. И потом будем выбирать боковую штрабу под первый набой нашей лодки. Берем инструмент и начинаем работать. Для того, чтобы разметить наш будущий киль, нам понадобится нитка с запасом, угольник, молоток с небольшими гвоздиками и карандаш. Сейчас мы отмечаем угольником центра доски, натягиваем нитку и отбиваем центр по всей длине. Потом, исходя из чертежа, мы будем через определенное расстояние отмечать форму нашего будущего киля. Ну вот, мы с вами очертили центр нашей доски. Теперь, согласно чертежу, мы будем через определенное расстояние делать отметки и потом с помощью нитки обрисовывать контур нашего будущего киля. Вот мы разметили, согласно чертежу, наш киль. Сейчас берем маленькие гвоздики, вбиваем по разметке и натягиваем между ними нитки, что даст нам тот обвод, который нам нужен. Вот что у нас получилось. По нашим отметкам мы вбили гвоздики, натянули нитку и сейчас карандашом отрисуем ее, эту линию. Потом повторим то же самое на другой стороне. По нашим отметкам и по нитке мы отбили обе линии, обе стороны нашего будущего киля, сужающиеся к носу и к корме, согласно чертежу. Теперь мы берем топор, в черновую это обтесываем, а потом рубанком уже доводим до финального состояния. Ну что, дорогие друзья, вот наш киль готов по форме. Мы его обстрогали со всех сторон. Теперь у нас предстоит самая, пожалуй, сложная часть. Это выборка так называемого шпунта, в который у нас ляжет первая доска. Это небольшой паз по кромке киля для первого набоя. Сейчас мы берем гвоздики, нитку, уголок, размечаем согласно чертежу и начинаем топором или стамеской аккуратно это выбирать. Для удобства я нашел себе козлы, как видите, чтобы повыше было. На них прикрепил клинья, которыми будет зажиматься наш киль, чтобы не вылетало. Поэтому делайте что-то подобное для удобства. Либо на верстаке это можно зажимать, либо на таких козлах. Ну, начнем тогда. Вот у нас первая линия уже отбита. Как вы видите, она неровная. Она чуть идет дугой с расширением к центру и уходящая в ноль к корме и к носу. Это все на чертеже будет нарисовано, но это делается для того, чтобы придать первому набою небольшой изгиб.
и для простоты монтажа первого набоя. Сейчас мы отмечаем вторую линию, точно так же ее ниточкой обтягиваем и карандашом отмечаем. Вся сложность выборки шпунта состоит в том, что у нас в середине лодка более широкая и более грудастая, так назовем, да, то есть она у нас должна быть шире, чем в носу, а к носу и к корме она сужается. И получается, что шпунт нам нужно выбрать из такого расчета, что в середине у нас угол будет небольшой, и постепенно к носу он будет заостряться. Вот так вот. И в носу он уже будет острый. Поэтому на чертеже там видно, что определенные градусы примерные, которые надо выдержать, чтобы у нас лодка была развалистой. Иначе она не будет, если она в середине не будет широкой, то у нее не будет остойчивости. Она будет шаткой и валкой. Поэтому сложность всего шпунта как раз и заключается в этом, чтобы в середине сделать такой примерно повал шпунта. И первый набой пойдет так, а в носу острый. Так что сейчас берем топор, стамеску и начинаем аккуратненько это все вырезать, вырубать. И вот что у нас в результате получилось. Вот, видите? Вот этот шпунт разноугольный, идущий почти, уходящий даже на кокору, в сторону кокоры вовнутрь. Вон, киля. Вот так он должен выглядеть примерно. Его еще предстоит обработать окончательно для более ровной поверхности, чтобы примыкание доски было лучше. Но это мы уже показывать не будем. Но это нужно обязательно сделать, чтобы меньше было протечек. Лучше, чтобы их вообще не было. Так что вот так. Все углы, все размеры шпунта в чертежах. Так что смотрите, изучайте. Вот, собственно, о чем я и говорил, да? Вот у нас шпунт. Вот в него заходит доска. Видите, в середине практически она горизонтальна. И постепенно к носу, вот если вести по шпунту, видите, она приходит практически в горизонт, вот, к носу. Тут еще, когда кокора встанет, надо будет еще подрезать шпунт, чтобы более точно к кокоре пришло. Но смысл его вот именно в этом, чтобы вот этот переход доски плавный, он соблюдался с более широкой середины лодки для устойчивости и к остроте носовой и кормовой кокоры. Поэтому вот так нужно стараться делать. Задача не самая простая, но аккуратненько, потихонечку этого можно добиться. Пробуйте, дерзайте. Ну и до новых встреч!